Рассказ называется «Дед». Ивану Дмитриевичу было уже 76 лет, а годы, как известно, никого не щадят. Вот и его не пощадили. Собрали в глубокие морщины кожи на его лице, обсыпали инеем волосы и согнули широкую спину. Дед был еще крепкий на ноги. Иногда ходил с Лайкой и Машкой в тайгу поохотиться на белку или глухарей. Но спина стала болеть все чаще. Пришлось лес оставить, поэтому он устроился сторожем в магазин. Дед жил одиноко. Его одиночество разделяла постаревшая Лайка по кличке Машка. В избе Ивана Дмитриевича почти всегда было тихо, и лишь на лето к нему приезжали внуки, двое непоседливых пацанов, озорных и веселых. Дед не мешал играм ребят, а невесток одергивал. «Отстаньте от ребятишек, пусть играют, ведь лето, каникулы же». Этот шум и суета, поднимаемые мальчиками, доставляли старику радость. Он смотрел на детей, слушая их смех, и забывал о больной пояснице и о долгих зимних вечерах. Любили внуки деда и его Лайку, а Машка отвечала ребятам на их ласку крепкой привязанностью. Сыновья не раз звали отца переехать к ним в город, но дед наотрез отказывался уезжать из родных мест. «Тут я родился, мать ваша жила, а помру, тут рядом с матерью и меня схороните, и никуда я не поеду отсюда», – сурово отвечал он. Был холодный декабрь. Как-то утром, возвращаясь с дежурства в магазине, Иван Дмитриевич увидел на доске объявления листовку с черными буквами. Дед подошел поближе. «Граждане, убивайте бездомных собак», – прочитал он. Дед хмыкнул, пожал плечами. «Интересно, где же это у них в тайге бездомные собаки?» Через 3 дня в дом на краю села нежданно пришла беда. Рано утром дед проснулся от шума на улице. Во дворе надрывно с хрипом лаяла Машка. «Да что она, сдурела что ли?» – подумал дед. «Никого не вижу». Однако собака не умолкала. Иван Дмитриевич оделся и вышел на крыльцо. «Ты чего?» – окликнул дед собаку. Но тут же осекся. У амбара стояли двое. В одном дед узнал местного пьяницу, Алешку Панина, а в другом – заготовителя из конторы Фильку Киркорова. Панин держал в руках деревянную рогатину, а у Киркорова был мешок. На дороге возле дома стояла спецмашина с заполненной собаками разных пород, с дворнягами, лайками и гончими. Иван Дмитриевич все понял, ни слова не говоря, дед схватил топор и пошел на Панина. Машка видит, что хозяин идет ей на подмогу, осмелела, выскочила из будки и залилась звонким лаем. «Но ты не очень-то», – закричал Филька, – «привязывал бы свою шалаву, мы ведь по закону». «Я вам покажу закон», – сказал дед. «Будете знать, как по чужим дворам без хозяев лазить». Живодеры не стали дожидаться, пока разъяренный Иван Дмитриевич подойдет к ним. Когда машину с клеткой отъехали на небольшое расстояние, Алешка Панин, чувствуя себя в безопасности, стал кричать деду: «А ну подойди поближе, дед, мы и тебя мигом в клетку и на живодерню отправим». Надо сказать, что Панин пил по-черному, бил свою жену и детей и выкидывал их на улицу в мороз, а сам пьяный закрывался и ложился спать. А они, бедные, где у соседей, где как ночуют. Государство же платит за детей материнские капиталы, а вот такие их и пропивают, и дети страдают потом. Жаль детей, конечно. Иван Дмитриевич больше уже не ложился. Затопил печь, подогрел суп, немного налил себе в тарелку, а остальное вылил Машке в чашку. Лайка легла у двери и терпеливо ждала, пока остынет ее обед. Один раз, еще щенком, она из любопытства ткнулась в миску с горячими щами и обожглась. Этот урок запомнился Машке на всю жизнь. Дед позавтракал, убрал со стола и сел возле раскрытой дверцы печи. Потрескивали дрова, весело играло пламя, бросая на лицо красные тени. Машка подошла и осторожно положила на колени человека свою голову. «Ну ты чего, заскучала, что ли?» Теплые руки хозяина приятно щекотали уши и шею собаки. Дед часто разговаривал с Машкой. Она по голосу безошибочно угадывала, когда хозяин был весел или грустил. Лайка пристально смотрела на старика черными умными глазами и при этом чуть шевелила ушами. В феврале дни короткие. В 7 часов вечера уже темно, хоть глаз выколи. На улице начал завывать ветер в проводах. «Метель подымается», – подумал Иван Дмитриевич. Дед, заложив руки за спину, как обычно,
ходил по избе. Потом он остановился возле окна. Из головы не выходил Алешка Панин. Мысли возвращались к утреннему разговору. На душе у него было тоскливо и неприятно. Занятый своими мыслями, дед не заметил, что Машка подошла к двери и стояла, скулила, просилась на улицу. «Ну что, хочешь к живодерам? В клетку? Ну иди». Он открыл дверь, и Машка юркнула в темноту. «Эх ты, Машка», — сказал старик. «Все понимает, еще бы говорила. Сколько мы с ней белок и соболей добыли. Бывали случаи, и с медведями встречались на узкой тропинке. Ни разу меня не подвела». Около полуночи Лайка вернулась и поскреблась в дверь. Дед впустил собаку, и в избе сразу стало прохладно. Прогулялась и газа. «Ну иди на место». Лайка вернулась к двери. «На место», я сказал. «На место». Но Машка не подчинилась, а подошла к двери и заскулила жалобно и тревожно. Она подошла к деду, потерлась о его ноги и снова подбежала к порогу, как бы приглашая следовать за ней. «Вали, ждать не буду», – рассердился дед, и Лайка опять нырнула за дверь в темноту. Дед закрыл заслонку у печки и лег в постель, но заснуть почему-то не мог. Прошел где-то час, а Лайка все не возвращалась. Дед не выдержал, оделся и вышел во двор посмотреть собаку. На улице поднялась метель. Вдоль дороги на столбах горели лампочки. Было видно, как снежинки кружатся на ветру. «Машка!» Дед позвал раз, потом еще, свистнул, собака не отзывалась. Тогда Иван Дмитриевич пошел по заснеженной улице в сторону леса. Он прошел дома, идти стало труднее. Остановился, покричал в темноту, прислушался. Ветер донес лай собаки. Дед почему-то решил, что Машка попала в беду, и заспешил на помощь. Ветер становился сильнее. Снег попадал даже за воротник, но дед этого ничего не замечал, шел и шел вперед. Он проваливался в снег, падал, но упрямо продвигался к темнеющему лесу. Убиваясь из сил, он дошел до опушки. Собаки нигде не было видно. Может, и не она лаяла. Потеряв надежду отыскать собаку в этой пурге, дед остановился. Вытер тыльной стороной ладони вспотевшее лицо, покричал в темноту. Машка не отзывалась. Дед постоял, передохнул и, тяжело ступая, повернул назад. Но в этот момент ветер снова принес к нему отдаленный лай. Собака находилась где-то совсем близко. Уж не зверя ли нашла? Я и ружья не взял. Лайка, запорошенная снегом, лежала под сосной и тихо поскуливала. Дед с облегчением вздохнул. Провел рукой по обледенелой спине собаки. Машка ткнулась влажным холодным носом ему в руку, но не отошла от дерева. «Ну ладно, хватит», — гладил дед собаку. Неожиданно рука нащупала что-то твердое. Только сейчас дед разглядел, Машка была не одна. Сжавшись в комочек, под сосной сидел мальчик лет 7. Что же это творится? У деда дрогнуло сердце и перехватило дыхание. «Вставай, милый, вставай!» – затормошил он ребенка. Мальчик не отвечал. Дед взял ребенка на руки и понес его к поселку. Нести мальчика ему было тяжело, но, к счастью, ветер теперь бил в спину, зато руки закоченели и почти совсем уже не чувствовали холода. Машка бежала впереди. В доме Иван Дмитриевич быстро раздел мальчика, растер ему тело шерстяным шарфом, положил в постель, потом вылил в рот малыша ложку водки. Мальчик поморщился, взметнулись темные реснички, крылись большие серые глаза. «Дедушка», — одними губами прошептал малыш. «Что, милый? Это ваша собака?» «Моя. Машка ее зовут. Ты побудь с ней, а я доктору позвоню». Мальчик согласно кивнул головой. Дед укрыл его одеялом, сбил повыше подушку и вышел из дома встречать доктора. Вскоре дед зашел с врачом. Мальчик уже спал, разметавшись, обнажив худенькую шею и узкую грудь. Дышал он глубоко и спокойно. Доктор вымыл руки и подошел к кровати. Лайка угрожающе зарычала. «Что ты, глупая? Это ж не враг, а друг», — успокоил хозяин. Доктор склонился над кроватью, пощупал у мальчика голову, послушал, как он дышит. «Он не нуждается в моей помощи. Вы сделали все необходимое», — сказал доктор. «Спасли вы парня. Спасибо вам за это. Я знаю этого мальчика. Это Юра, сын Алешки Панина. Я его отца сегодня в магазине пьяного видел. Опять семью разгонял. Но теперь я доложу в милицию. И с этим надо заканчивать. Иначе угробит этот папаша детей. А вам спасибо большое. Вот как бывает.
Юрин отец хотел убить собаку Машку, а она спасла жизнь его ребенка. Хотя его и отцом-то назвать язык не поворачивается. Доктор, это собака моя нашла Юру. Это она его спасла. Дед кивнул в сторону Машки. Потирая красные застывшие руки, старик подошел к печке, присел на табурет. Встал, облокотился на стол, а Машка легла рядом. Склонив голову, он смотрел куда-то в окно. Лицо у деда было усталым, но на душе у него было спокойно. И он вспомнил своих внуков. Как они там в городе. Поскорей бы лето. И они опять приехали к нему на все лето. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.